Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, сегодня с вами проведем цыганскую чистку. Кто такие цыгане? Цыгане – это индуистское племя, которое много тысяч лет назад вышли из Индии и отправились в разные страны. Есть несколько различных версий по поводу цыган. Некоторые говорят, что цыган оттуда выгнали за разбой, поэтому им некуда было идти, если только кочевать. Но если учесть, что в Индии до сих пор живут касты цыган, это говорит о том, что если бы их выгнали, то выгнали бы их всех. Соответственно, история не очень соответствует правде. По другой версии в Авесте сказано, что одно из племя, знающее племя, ведающее племя ушло из Индии, поскольку боги направили их как бы с миссией, с определенной функцией по всему миру, чтобы они всем говорили, всем рассказали о древних богах, древних силах, учили людей, как правильно жить, как правильно взаимодействовать с этими силами. В принципе, цыгане считаются вольный народ, вольный кочевой народ, который должен был заниматься только тем, чтобы приближать людей к магии, вызывать уважение к магии. Цыгане осели и остались жить в Римской империи. Когда Римская империя распалась, они ушли в основном в Европу, пришли на сторону России. И когда их спрашивали, кто вы есть, они говорили: мы римляне, ромалы, Рим. Вот так второе название цыган. Ромалы, римляне. Некоторые считают Румынию родиной цыган. Ну, может быть, в какой-то мере, может, так и есть, потому что в Румынии много цыган, но глупо считать, что румыны – это цыгане. Румыны – это даки. А Румыния, так называлась в древности, да, маленький Рим, как на нашем языке, скажем, Римочка. Это Дакия. Если помните, король даков Децибал был настолько грозным врагом Римской империи, что в честь него назвали даже в римском календаре, а наши месяцы это названы в римский лад, декабрь назван в честь короля даков Децибала. Декембер или декабрь. Далее, у цыган есть главные ведьмы, старшие ведьмы, это шувани. Вот одна такая шувани из города Благодарный, Ставропольский край, Роза, она мне очень многое передала и научила, и она сказала, что она, как она сказала, отдалась больше деньгам. В какой-то момент ее за это наказали, забрали единственную дочь, и поэтому передать она может только мне. Почему эта женщина меня выбрала, не могу сказать. Как-то у нее выскользнуло такое слово, что ты похожа на мою дочку. Может быть. Сейчас ее нет в живых, к сожалению. Многие узнали ее, кстати, когда я рассказала о ней. Многие сказали, что знают Розу. Это такой маленький городок, собственно говоря, казацкий городок. Когда-то был как бы райцентр, а сейчас уже больше там этих маленьких городков. Юг России. Красивый, кстати, зеленый такой городок. Так вот, когда цыгане забыли о своей основной функции и начали больше отдаваться деньгам, когда начали вести оседлый образ жизни, когда построили огромные дома и так далее, говорят, что черная матерь или черная госпожа, так называли покровительницу цыган, некая темная сила, которая их вела, она на них обиделась. Говорят, что когда Христа хотели распять, согласно легенде, то еще один гвоздь хотели воткнуть ему в голову.
Но цыган, узнав об этом, пожалел и украл гвоздь. И после этого, мол, Бог разрешил цыганам воровать. Ну, это так, пропуск, воровство. У цыган не считается постыдным вообще воровать, потому что считает, что, вы знаете, это идет из древних времен, когда они вели кочевой образ жизни, и нужно было выжить. Но сейчас-то уже как бы не надо выживать, сейчас можно работать. Но у многих цыган, многих считается работа позором. Однако хочу вам сказать, что это довольно талантливая нация, довольно красивая нация. И среди цыган есть очень много знаменитостей. Тот же самый Чарли Чаплин был цыган. Может быть, их и много, просто не принято было раскрывать свою национальность, поэтому, может, многие знаменитости имеют цыганские корни, о которых мы не знаем. После того, как цыгане начали больше распространять смерть, то есть именно продавать наркотики, а сейчас практически каждая вторая семья, если не каждая первая этим занята, цыгане навлекли на себя великое проклятие. И они со скоростью света начали исчезать. Их становится все меньше и меньше. И они сами говорят, что мы стали проклятым народом, и от нас отвернулись боги, но боги не называют, они все религии принимают, все религии чтят. Темная госпожа так называют. Цыганская магия в основном аскетична, поскольку у цыган не было столько всего там приспособлений, и поэтому вся магия цыган связана со стихиями, очень, если помните, я как-то вам давала покорение стихий, 4 стихий, как покорить и при себе иметь это для практиков. Она довольно проста, аскетична и тем самым, естественно, довольно сильна. Теперь, почему цыгане надевают пеструю одежду? Почему они, казалось бы, безвкусно одеваются, вот синие с белым, красное с черным, в общем, все в одну кучу. Есть этому объяснение определенное. Когда в Европе стали преследовать цыган, между прочим, папы римские отчасти разрешали и гадание, и, ну, в меру, в общем, чтобы оно не мешало церкви. Но когда началась эра инквизиции, начали сжигать и убивать всех, кто связан был с магией, ну, по крайней мере, настоящих-то ведьм не сожгли, в любом случае опасались люди. И цыгане сказали, мы никого бояться не будем, мы будем кричаще одеваться и бросаться в глаза, чтобы все знали, что мы цыгане, мы этим занимаемся, мы никого не боимся. Вот с этого времени пошла мода на эту вот кричащую, пеструю одежду. То есть назло всем оденемся вот так, чтобы были заметны. Ну, а потом это стало национальной традицией. В общем, много чего можно сказать про цыган. Но сейчас мы не об этом. Об этом я уже снимала и говорила. Мы сейчас говорим о том, почему, например, цыган не берет никакая зараза. Почему очень трудно наводить на цыган порчи. Потому что они все это знают, знаете, от бабушек, дедушек. Для них это не удивление, они живут в этой магии. Для них порчи, там сказали, наговорили, это просто образ жизни. Это каждодневное вот это все. Обычная бытовая, в общем, жизнь. Поэтому для них это как бы неудивительно. И цыгане знают много секретов, тайн, и быстро снять это состояние и так далее. Я уже говорила и повторяю, что если на вас очень сильная вещь, мои очень сильные работы это удержат на время. Могут быть на время снять, могут остановить на год, 2 даже, пока вы найдете возможность найти мастера и это убрать. Но если у вас незначительные, там, например, сглазили, сказали не то, да, как-то ощущение неприятное, разнервничалось, это можно быстро снимать с помощью таких, скажем так, не особо сложных работ, но очень эффективных. Вам нужны будут спички. Желательно вот такие длинные спички, вот такие дачные. Свеча восковая.
В емкости вода, собственно говоря. И здесь обращение к двум стихиям, к огню и к воде. С помощью них это все снимается. Итак, начнем. Извиняюсь, сейчас открою. Куда-то она делась, да, вот она. Сначала делаем спичками. Зажигаем спички. Значит, говорим эти слова. Это нужно делать 3 раза. Сколько спичек вам понадобится, не могу знать. Может быть, много. Спичка уже догорает до того предела, что держать невозможно. Кидайте, зажигайте следующую, продолжайте. Непрерывно продолжайте. То есть не нужно на одну спичку начитывать весь заговор. Я думаю, вы поняли меня. Начали. Гори, порча, корча, всякий сглаз, всякий перекос, урок да призор, луной гаенной заклинаю, тебя от зла, себя от зла очищаю, гори, порча, корча, урок да призор, вернись тому, кто зло наслал. Еще раз покажу. Гори, порча, корча, всякий сглаз, всякий перекос, урок да призор, луной гаеной заклинаю, себя от зла очищаю, гори, порча, корча, урок да призор, вернись тому, кто зло наслал. Усталость сказывается у меня с полнолунием, жуткие боли бывают головные, вот только что закончилось, поэтому извиняюсь. Дальше. Вот вы 3 раза это сказали, кинули сюда все спички. Дальше над водой нужно читать опять же 3 раза. Ой, вода, смой с меня уроки и прикусы, ненавистные взгляды, да подумки, да посланки. Возьми сила водная с меня, все завитки, все злые умыслы, да порчи, да подделанные, да насланные, да нашепченные, да всякие, что назвала, чего не назвала. Эта работа, хочу уточнить, она, естественно, создана мной, но на основе цыганских чисток и тех слов, которые чаще всего в цыганских чистках встречаются, то есть на традиции цыган. Вот начитали, идете с этой водой к умывальнику, значит, черпайте рукой и протирайте лицо, мойте лицо и руки и говорите: порча, перекос, чур не меня бери, а моего врага свали. Сгинь под черный камень, смойся. Аминь. Аминь, да аминь. 100 раз аминь. Не 100 раз говорим, а вот так вот, как я сказала. Дальше. Порча, перекос, чур не меня бери, а моего врага свали. Сгинь под черный камень, смойся. Аминь, да аминь. И в 100 раз аминь. Вот это говорите, умывая руки. Сколько там понадобится вам сказать, это не обязательно, чтобы вы именно по числу какому-то как бы действовали. Просто смывайте. Свеча догорает, агарок вынесите на следующий день, 3 монеты оставьте и говорите: откупаюсь, и уходите. Но в этот же день вам полегчает. Это когда вы чувствуете, что какая-то, знаете, трудность на работе, какие-то вот тучи темные надвигаются, что-то нехорошо, какие-то нехорошие предчувствия. Или вы что-то кому-то сказали и почувствовали, что вам что-то не очень. Вообще в нашей жизни часто надо проводить хоть маленькие чистки, потому что как только у вас малейший успех, сразу же начинается неприятный взгляд. Может быть, даже, знаете, люди, которых вы знали, вроде нормально к вам относились, очень неплохо, а потом как-то начали грубее к вам относиться, как-то себя начали вести непонятно.
Думаете, что случилось? Вроде нормально были отношения. А вот у вас получилось что-то, понимаете, и человеку неприятно, обидно, завистно. И вроде не орет на вас, не оскорбляет, но в то же самое время тон поменялся. И уже у вас начинаются мелкие проблемы. Что-то упало, что-то пропало, куда-то опоздали, куда-то не успели. Кто-то должен был звонить, не позвонил. И вот в это время возьмите и сделайте вполне доступный, вполне как бы легкий, но очень сильный ритуал. Всем удачи!